Здравствуйте, дорогие друзья! Не так уж много накопилось для рубрики «Вопросы-ответы». Подождем еще маленечко, может быть, на следующий раз. Ну а пока бритье. То, с чем мы будем бриться, предлагаю вам посмотреть крупным планом. В путь! Станки, которые у нас остались. Физер, Пилс, Мангус и, конечно же, Айкон. Очень хочется начать с него поскорее, но, ребят, получается, что Айкон у нас раз, два, три, четыре, имеет 4 головы. Одна стоит косорез здесь, второй косорез здесь, и здесь еще открытый и закрытый гребень. Как вы понимаете, очень подробно хочется остановиться на каждой из них. Если мы сейчас этим займемся, то боюсь, что это затянется на долгий промежуток времени. Поэтому принял решение, остановимся на чем попроще. Пилс приходит вот в такой коробочке. Аккуратно завернут в промасленную тряпочку. Ну не в промасленную, она, знаете, как фольга. Внешне выглядит вот так. Станок нелегкий, 121,3 грамма. Станок получается двухсоставной. Эта часть вращается, но не снимается. Фиксаторы устанавливают лезвие в определенное положение. Здесь выемки под них соответственно. Ручка без особых затей, никаких насечек, ничего. Здесь клеймо. Возьмем-ка мы, наверное, ребята, с вами Feather. Вот парни запомнил. Так, это, наверное, было бы неправильно. Было бы правильно, наверное, все-таки вот так. Раз здесь выемки. А потом уже закручивать. Впечатление чего-то массивного. Где бы ни коснулся, остаются следы. Следующий герой нашего обзора — помазок Plisson. К сожалению, не могу его классифицировать, но то, что это синтетика, это понятно. А вот что за синтетика, какая, не могу сказать. Ручка с очень интересным таким пластиком, как, знаете, как под жемчуг аж. Видите, как переливается, как лунный камень. Названия, к сожалению, на ручке тоже нет, только фирма Plisson. Если сам станок, ручка 9 сантиметров, полностью в длину получается где-то 10,5. Помазок ориентировочно на 24 на 25. Я думаю, 24. Мылом сегодня пойдет Кат от Феникс. К сожалению, я тогда его не взял вместе с автошейвом. Можно было как сет, как комплект его пропустить. Ну вот, как есть, так есть. Вот такое мыло. И вот этот интересный автошейв. Каждый раз, когда на него смотрю, почему-то мне хочется называть его Брабус. Ну, на самом деле Барбус. 60 миллилитров.
выпускается с 56 года. Original. Та-да-да, вода по Шеллини. Так, как бы это не польский. К сожалению, больше не могу разглядеть. Но выглядит так зачетно. Пошли наверх. Конечно, по-хорошему было бы вначале найти пришейф, а потом отпарить. Ну, в принципе, можно и так. Давайте сейчас, пока мы его маленечко нанесем, в то время как мы будем заниматься пеной, оно уже чуть-чуть слегонца поработает. Вот, достаточно. Ну что ж, попробуем, красавца. Ну, оправдывает. Пока синтетику намокает быстро. Набирает меньше, чем мюллевский и остальная синтетика, которую я видел. После намокания смотрите, какой стал, как ежиком побитый. Волоски послипались. Ну, в принципе, особого криминала не вижу, лишь бы работал. При работе, смотрите, грузится только верхняя часть, вовнутрь почему-то пока не проходит. Давайте чуть-чуть водички добавим, может быть, этого ему не хватает. Да, стало пободрее, повеселее. Ну, пожалуй, что и достаточно. Так, на первый взгляд вроде бы хватает. Помазок мягкий. Что у барсука, что у синтетики. Еще намочу. От плиса хребта не наблюдаю. Но пока со своей задачей он справляется, грех жаловаться. Правда, ощущения не те. Работает всей массой. Что-то более-менее такое вот есть, если так вот точечно. Но во время работы, только при перевороте кончиками чуть-чуть так тыркает по коже, не более того. Это с мягким помазком, смотрите, как получилось. С помазком без хребта. А если бы тут что-то было хотя бы чутка пожестче. Пока замечательно. Непривычно, конечно, с станком таких габаритов работать. Но давайте попробуем. Станок скрадывает остроту лезвия. Ручка тонкая, вес большой. Для того, чтобы его держать адекватно, удобно, вам приходится напрягать кисти, фаланги пальцев. Когда пальцы мокрые, проблем особых нет. Ну вот если, не дай бог, вот тут хотя бы чуть-чуть мыла будет. Ребят, на массаж не надейтесь, только хлыстовой, только покрытие.
За счет вот этой формы головы, какая она есть, мне вот здесь вот очень некомфортно доставать. Обратили внимание, если я вначале покрывал так, то теперь, попробовав вот так, он даже как-то поинтереснее работает. Возможно, так и надо было с самого начала. Ну, в таком положении он пену, конечно, дает и покрывает хорошо, но массаж как таковой, он ощущается еле-еле. Вот так покрытие гораздо лучше. Но массаж нивелирован. Поводок, конечно же, вот в последний проход удивил. Вот, кстати, интересная особенность. Только сполоснул руки водой вместе со станком, нержавейка прям залипать стала к рукам. Гораздо удобнее стало держаться. Ну вот, пожалуй, что и все. Ребят, кстати, а что у нас по мазкам? Ребят, это не мыло. Это просто фантастика. Ну, конечно, заслуга по мазка в этом тоже есть. Но мыло... Смотрите, на вертикальной поверхности. Да чтоб всю жизнь так стоял. О, пофигу. Красавчик, просто красавчик. Видали? Ну все, дайте мне пару секунд, и я вернусь. Побрился. Ну, относительно неплохо. Относительно неплохо. Итак, последний персонаж. Брабус. Прошу прощения. Барбус. Барбус. Что-то веселое. С какими-то нотами не цитрусового, а вот что-то такое. Так, ну-ка давайте. Бутылочка пластиковая. Дозатор достаточно такой информативный. Лишнего он вам выдавить не даст. Ух ты! Лялечка! Ой! Спиртовый, ребят. Вот это да. Хорош. Знаете, вот это просто хорошее настроение. Его никакие ни фруктовые, ни овощные, ни лесные, ни водяные, ни снежные, вот никакие темы это нет, это все не то. Это просто яркое, звонкое. Прям вот, знаете, вот веселое. Это вот яркий солнечный день, не жаркий, а прям хороший. Скорее всего, это воскресенье утро.
И вы точно знаете, что вот в этот день всей семьей вы соберетесь и куда-то пойдете там на пикничок, там шашлычки пожарить, там пивка попить, так вот, просто вот что-то веселое, хорошее. Зачетный, зачетный. Я не знаю, сколько он стоит, но учитывая пластиковую упаковку, я не думаю, что это особые какие-то деньги. Но, ребят, если найдете, возьмите. Барбус на крупном плане видели, кому интересно, погуглите. Возможно, я его найду, ссылку под видео оставлю. Очень интересная штука. Опять же, кожу успокаивает. Вот сейчас вот легкую пленку я чуть-чуть чувствую, что будет чуть попозже. Ну, посмотрим, посмотрим. Странно, спиртовую пленку оставляет, как так? Ну, шибко много, наверное, туда всяких масел запендюрили и прочего. Давайте, наверное, начнем со станка. Сейчас я его только что разбирал для того, чтобы помыть. И наткнулся на неприятную штуку. То есть получилось так, что когда я вот, он двухсоставной, я разбираю его, снимаю крышку, и лезвие осталось не на нижней части большой, а вот здесь на крышке, на верхней плите, выгнутое вот так вот, и каким-то макаром его нужно оттуда вытащить. Ну, естественно, аккуратненько так вот взял за само острие и так чуть-чуть так вот выгнул, потому что брать-то больше не за что, все остальное в крышке вытащил. Но вот это неприятно удивило, вот это дополнительный риск порезаться, ну, зачем оно надо. В общем и целом, станок и удивил, и чуть-чуть порадовал. Почему порадовал? Потому что, несмотря на свою вот эту вот массивную верхнюю часть, все-таки побрил. С одной стороны, вот этот набалдашник вверху, я рассчитывал, что я, собственно, его как Роквелл. Просто возьму, отпущу, и он у меня сам все потянет. А нет. Почему-то этого не случилось. Тем более на фазере. На физере, господи. Буду говорить, как раньше говорил. Ребята, фазер. Запутался. Особенно на физере. Здесь нужно следить за углом, как вы бреете. Чуть завалили в ту или иную сторону, все, бритья не будет. Нужно постоянно его держать в одном и том же. Если другие станки к этому менее требовательны, этот получился требовательный. Следующее замечание к нему. Массивность головы. Не то, чтобы она нарушает центровку, хотя и это тоже. Вот смотрите, куда она здесь смещена. Видите? То есть она получается ближе к голове. И, собственно, я почему и рассчитывал, что он как трактор пойдет, как Роквелл, не пошел. Несколько утомляет его держать, потому что ручка тонкая, нержавейка, и для того, чтобы он у вас информативно сидел в руке, он постоянно должен быть чистый и мокрый. Ну или сухой, мокрый, неважно, главное, чтобы без мыла. Как только его в воде сполоснул, пена попала на пальцы, он у меня, как, знаете, как пумпс, как прилепился. Но несмотря на это, за счет тонкости ручки, она не толстая. Каждый раз приходилось вот эту тяжесть вытаскивать именно фалангами пальцев. И даже вот здесь вот что-то вот какое-то напряжение я почувствовал. И не скажу, что это порадовало. Ну, как-то, знаете, непривычно. Несомненно, со временем привык бы, но все равно как-то неприятный сюрприз. Плюс, из-за вот этой массивности головы, на крупном плане вы наверняка обратили внимание, что на верхней плите боковины и гарда, вот это вот, они несколько отдалены. И получается, когда лезвие у вас лежит, оно слишком глубоко спрятано. Я выбрился в проблемных местах хорошо. Никаких залипух вообще не осталось. Но пришлось маленечко постараться. То есть там вот как-то так вот его повыводить, и тем не менее нормально, но нужно это учитывать и там проходить. Честно вам скажу, ну, я бы себе такой, наверное, не взял, не мое. Тонкая ручка, большой вес. Не в том смысле, что сам по себе большой вес, а вот сопряжение тонкой ручки, большой вес, а ручка еще без рифления. И тут нужно очень любить этот станок, чтобы вот мириться с этим. Я его еще не успел полюбить, да думаю, не успею, потому что, ну, как-то он особой радости-то не принес. Я думаю, его вытянуло только то, что он был физером. Если бы, допустим, стояло какое-то другое лезвие, чем бы это кончилось, я даже не знаю. Сейчас брились самым острым, несмотря на то, что пару коцок я получил, доктор все равно не понадобился. Но тем не менее, если бы стояло менее агрессивно, фиг бы его знает, что бы с ним было, потому что сам по себе станок не агрессивный. Первое впечатление, что это где-то на уровне HD34.
heavy duty, вот где-то примерно в этом уровне. Возможно, да невозможно, вот где-то на уровне 34-го HD, на уровне 23-го C, вот где-то вот в этой степи, плюс-минус. Навряд ли мягче, может быть чуть-чуть поагрессивнее, но не более того. По крайней мере, вот первое впечатление именно такое. Новичкам, кто любит вот такие брутальные железяки, вечные, потому что нержавейка, она и в Африке нержавейка, вы раз такой станок возьмете и забудете, да, почему бы нет. Опытным юзерам, ну, разве что у кого проблема с раздражением, со всеми делами, но без техники, мне кажется, тут ловить нечего, потому что чуть-чуть расслабитесь, он не будет брить и будет вас гнать все время, чтобы вы выскребались там, где пропустили. То есть техника здесь нужна. Не мой. Да, конечно, имеет право на жизнь, но не мой станок однозначно. Мыло, парни, приятно удивило. Просто, вот знаете, вот мыло зашло. Хорошо, что не прогнали его вместе с автошейвом, так бы получилось все в кучу свалить, а отдельно пошло. Вот эта вот мягкая субстанция показала чрезвычайно обильную и хорошую пену на мягком помазке. Запах просто бомба. Это, знаете, вот тоже что-то летнее, что-то веселое. Если, допустим, вот автошейв, он какой-то пронзительный, без перебора, нет, фанатизма вообще никакого нет. Этот в той же тональности, но он более мягкий, что ли. И он такой же, знаете, вот как летнее настроение. Вот этот запах приятен сам по себе, вот его ощущаешь, вот и хочется его впитывать и впитывать. Вот молодцы ребята, вот в Фениксе, хорошо подобрали вот это все дело. Вот тот мужик, который сделал вот это мыло, был бы он рядом, я бы ему от души руку пожал, потому что мыло-то зачетное. Вот я бы себе такой вот не отказался оставить. Мыло просто бомба. Скольжение 5, пенообразование 5, структура сама по себе пены. Ребят, ну вы видели. То есть вот держишь его на ладони, это даже не пена, это не безе, это супер-пупер безе какое-то. Вот оно встало и стоит. И вот это вот все, оно плюс ко всему еще защищает вашу кожу. Ну, вот жалко не воспользовался советом ребят, вот, извиняюсь, забыл как зовут, в последнем обзоре парень советовал, говорит, то мыло, что остается, жалко его использовать, в комментах обязательно поправлюсь, извините, ребят, запарился маленько, он говорит, чтобы не выкидывать, пока вот тут моет, то все, на лицо наносит и держит. На мой взгляд, ну, а почему бы нет, попробовать. Я считаю, что вот в бритье, что бы вы ни делали, если это приносит удовольствие, значит вы это делаете правильно. Если это как-то поперек себя, так не делайте это, ребят. По сути, вот это все, это наше с вами удовольствие. И раз это приносит удовольствие, значит это правильно, и так надо делать. Попробуйте кто-то, может кому-то еще понравится. А этому парню я хотел бы сказать спасибо. Извини, что я не помню твоего имени. В комментариях поправлюсь обязательно. Или в вопросах-ответах вот обязательно поправлюсь. Потому что такая, ну, прикольная идея. Лежит на поверхности, почему самому в голову не пришла. А вот видишь, ты допер и лишний раз подтверждаешь, что одна голова хорошо, а две лучше. Помазок. Про автошейв мы уже поговорили. Кстати, пленки уже нет, ребят. Все, пленка прошла. Помазок. Помазок удивил. Он не сохнет так быстро, как сохнет мюлле. Он не имеет хребта, как имеет мюлле. Он не настолько шелковистый, как мюлле. Вот здесь вот вы когда рукой проводите, вы чувствуете, что это ворс. Вот, конечно, не кабан, конечно, не барсук, до этого не дотягивает. Но по структуре вы чувствуете, что это что-то, нечто твердое. И только самые-самые-самые кончики, вот эти, они слегка напоминают колонок. То есть, вот знаете, вот что-то такое вот белище чуть-чуть белище. И причем не в самом мягком месте у белочки, а где-то, наверное, все-таки ближе к ребрам, а возможно даже ближе к хребту, потому что здесь некая такая, знаете, вот не шероховатость, не твердинка, а как загрубелость, что ли, все-таки чувствуется. У мюлле все иначе, у мюлле все по-другому. Там весь помазок, колонок. Ему пофигу, где вы его трогаете, он везде мягкий, он везде беличий и везде он просто душечка-лапочка. И когда такой помазок трогаешь, думаешь, да ёпарасы, что за хрень, как он там что будет? А вот вам не правы.
вот это вот этот колонок, вот эта беличья пушистость, она обманчива, потому что в работе он зверь, у него есть хребет, и он свою беличесть отдает вам. То есть он работает, знаете, как настоящий, как взрослый. Здесь несколько иная картина. Здесь получается, что за счет того, что хребет отсутствует, здесь вот мягкость, но мягкость не знаете, вернее, знаете, не как китайская, что намочил, она повисла. Нет, он полумягкий такой. То есть вот все-таки не хребет, а все-таки какая-то некая упругость все-таки есть. И благодаря этой упругости, когда вы начинаете работать по лицу, он у вас не тяп-ляп вот так лопатой, а он все-таки водит. То есть все-таки дает понять, ребят, ну я все-таки кисть. Массажа не будет. Только тогда, когда вы меняете направление, он будет выходить на вершину свою. И вот этой вершиной слегка вас так чуть-чуть покалывать. А все остальное он будет просто гладить и водить туда-сюда. Это один способ. Если же второй способ, вот как мы с вами попробовали в конце на третий проход, то есть вы его расплющили и начали вот так вот фигачить. Тут массаж, наверное, не изменится, глажение вот это останется, но взамен вот этого поглаживания тут начинается какое-то бешеное пеноотделение. То есть вот тут он показывает, наконец-то, парни, я все-таки синтетика, и начинает фигачить. Вы обратили внимание, вот последний раз, вот когда это было, какая все-таки пена пошла. То есть вот так, если вот консолидировать все, по факту он мне понравился больше, чем барсук от Plisson. Намного интересней. Если вот, допустим, выбирать из Plisson барсука, вот того за 550 евро, и Plisson синтетика, я бы, наверное, все-таки остановился на Plisson синтетика. Это с горы моих хотелок. Еще одна позиция, почему я бесконечно благодарен Александру, то, что он подогнал вот это вот все. По сути, он отдал все предметы нам с вами на обзор, сняв с меня бремя финансовой подоплеки. То есть, если я знаю, допустим, что я за станок отдал там 350 евро или долларов, за помазок 550, за то там тадам, вот эти все тысячи, и я исподволь внутри начинаю к этому относиться как к нечто к такому. Сами посудите, если, допустим, там полгода, год, 2 года стоял в очереди за станком, а потом отдал за него 350 баксов, хочу я, не хочу, но я уже себя настроил. Я уже понимаю, что это исключительный станок, он лучший в мире, и кто бы мне там что ни говорил, да идите вы нахрен, я знаю, что он лучший. Здесь другая картина. Я этого не покупал, я за это деньги не платил. И благодаря Александру у меня просто, знаете, вот абстрактное такое вот зрение. Просто вот я взял вещь и оцениваю ее как вещь, абстрагируясь от финансовой подоплеки. По идее это правильно, но сами понимаете, в жизни не всегда правильно получается правильно, потому что иногда это тяжело. А вот в этом случае вот Александр очень-очень сильно помог. Так что вот, ребят, из Plisson двух, которые у нас с вами были на обзоре, синтетика все-таки поинтересней. На этом разрешите с вами попрощаться. Густой вам душистый, запашистый. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. И пускай всегда у вас все будет хорошо. Пока-пока. С вами был я, Вадим.